Всем привет! В этом видео мы будем вязать повязки. Когда-то я вам показала повязки прошлогодние, то, что я не продала из на магазине. В прошлом году я очень хорошо их продавала. Вот одна моя зрительница давно написала вот насчет этого узора. Это еще летом было, я обещала, буду вязать, показать. И недавно еще одна зрительница очень попросила. Она у меня в инста-магазине увидела и хочет вязать себе и дочке. На пальцах показать никак, писать никак. Попросила, и у меня остатки пряжи были как раз с прошлого года, поэтому я решила все равно использовать. И мне как раз родственница с другого города приехала. У нее 2 девочки, можно ей подарить. Поэтому мне как раз то, что надо. Смотрите, вот эти пряжа, я цвет это ничего не знаю, потому что остатки были, я не сохранила. Велюровая пряжа, наверное, одна там в магазине, их не разные виды, что турецкая пряжа, велюровая. Мне на это дело очень нравится, потому что очень богатый вид дает вот этот велюр. Объем хороший, на этот узор объем хороший и вид очень богатый. Я вязала и просто простые полушерстяные нитки, ангору вязала. Ангора тоже махровые нитки, очень тоже хорошо, нарядно получается. А полушерстяные не очень, как простое получается. Если что, у меня на канале есть то ютуба работы, по-моему, называется, или то, что я не продала, не помню, я оставлю ссылку, посмотрите, как я в прошлом году вязала. Вот, там я по одному мотку взяла вот бордо и зеленый цвет, мне потому что такие заказы были. Я по одному вязала, и смотрите, один моток 2 штуки можно вязать. Это очень тоже бюджетно и хорошо. Здесь можно делать вот такую штуку, я решила для этой девочки, не знаю чего, решила, это очень красиво будет. Можно здесь разные брошки, как хотите. Вот, смотрите, это полноценный, на где-то 54-56, нормально будет. Будем вязать теперь. Как будем вязать? Легко и просто. Смотрите, девочки мои дорогие. Набирали петельки. Смотрите, на повязке я считаю, что на вкус и цвет товарищ нет. У меня тоже разные. Смотрите, я здесь делала 2, 4, 6 узоров. Да, здесь 5 узоров делала. Здесь у меня, здесь девочка более маленькая, и пряжа у меня маловато, я страховалась. Я когда в прошлом году разные заказы принимала и продавала, они мне заказали как девочки. Кто-то шире хотел, кто-то уже хотел, понимаете? Поэтому я этого вам не скажу. Это вы сами. У кого какая пряжа, так и этот. Только здесь набирать как? Кромочный не считается, чтобы этот узор получилось начало вот этот узор и конце. А остальное, сколько вы хотите. Я здесь набирала именно на этот зеленую 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 петель. Как вяжем? Первый ряд набирали, вяжете как? Кромочные снимаем и вяжем 2 лицевой, 1 изнаночную, 2 лицевой, 1 изнаночную, чтобы закончилось опять узором 2 изнаночный и 2 лицевой и кромочный закончилось обязательно, чтобы и узор тут начиналось и заканчивалось, чтобы здесь поростки разные не было. Это очень легко делается, смотрите. Я надеюсь, все видно на зеленый цвет, наверное, видно. Смотрите, кромочные снимали. Вот здесь 2 лицевые, да, мы не так будем вязать, а вторую будем, первую петлю оставили пока что в покое, вяжем вторую. Вот, классический, как я вяжу, так и вяжу, ни оттуда не лазить, ничего. Я вяжу классически, захожу туда,
Забираю эту пряжу, более слабо делайте, чтобы эти полоски красиво было, и эта пряжа, чтобы они тесно не любит, чтобы спокойно, свободно было, чтобы все это видно было. Велюр не любит, чтобы сильно туго вязали, поняли? Вот вязали вторую петельку, вот. Теперь будем вязать первую петельку, вот. И все, вот. Теперь одну изнаночную вяжем. Опять. Здесь 2 лицевые, правильно? Вот. Зашли, забирали эту пряжу побольше, чуть-чуть слабо. И уже первую. Вот. Опять изнаночный, лицевой, вторую, потом первую. Это очень легко, а очень объемный. Можете даже свитер такой вязать, почему бы нет? Объемный узор очень хороший. Изнаночную. Помните, у меня на канале есть 2 на 2 объемная резинка, как тоже типа такое, там чуть-чуть по-другому. Сначала вторую петельку, потом первую. Изнаночный. Сначала вторую, потом первую. А в конце изнаночная. И когда ряд закончили, вот, чуть-чуть вот так тянем без фанатизма. Все петельки на месте и очень хорошо. А на изнаночной стороне вообще будем вязать по узору, ничего не будем делать. Кромочный снимаем. Здесь 2 изнаночных. То, что там лицевой вязали, здесь соответственно изнаночный, правильно? Одну лицевую, 2 изнаночных. Одну лицевую, 2 изнаночных. Одну лицевую, 2 изнаночных. Одну лицевую. Здесь 3 изнаночных, потому что мы вяжем кромочный тоже изнаночный. Давайте еще один раз будем вязать. Вот, снимали кромочную, вторую, потом первую, изнаночный, вторую, потом первую, вторую. Не, это изнаночный, извините, я уже впереди паровоза. Первую, вторую, первую, вторую и первую. И изнаночный. Вот. А здесь по узору 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. А как мерки, девочки мои дорогие, смотрите, кто-то хочет это еще шире делать, можно и так делать. Я вязала одну девушку в прошлом году, просто у меня канала не было, неинтересно было сильно, и фотки даже нету, жалко. Можно вязать очень высокий, вот так замыкать вот эту штуку, и получается шапка чалма как. А там только макушка открыта, поняли? Это вы решайте, как вы хотите, узенькую или широкую. А длина, здесь смотрите, амортизация тоже хорошо, тянется хорошо. Поэтому никогда не делайте так, если 56 размер, 56 сантиметров вязать не нужно никогда. Вы можете вяжете, это очень легко определиться. Вот сантиметр поставили, вот. И вот тянете, и увидите, сколько тянется. Потому что вот эта вещь такой, что надо, чтобы на голове держала, чтобы не упала, правильно? И вязаные вещи вообще, если несколько раз одевать, тянется. Я в таком случае стираю, чтобы на место стало.
Поэтому будете меньше вязать, чем ваш объем головы. Можно на голову сразу вот положить, в зеркало подойти, посмотреть. Комфортно, чуть-чуть туговато делайте, чтобы оно держало, потому что через пару дней может размер как раз будет этот нормальный, как вам надо. А здесь уже можно шить, вот, шить такие штуки делать. Или вот так, я в прошлом году еще много у меня заказали брошки. Здесь красивые брошки делать. Смотря на под что будете одевать. Под шубу можно брошку, как под чуть-чуть спортивнее можно вот такую. Но велюр мне очень нравится. Выглядит очень хорошо. Если что, тоже советую, вяжите. Вот это... Как тоже буду так заканчивать. Вот эта штука тоже, наверное, ваше время не буду занимать, потому что сильно долгие видео, что я снимаю, девочки что-то не любят до конца посмотреть, а это для канала очень плохо, девочки мои дорогие. Поэтому будем конкретно что-то делать. Вот закончили. Закрытие обычно закрываем, как вам удобно, как вы привыкли. Потом вот этой пряжей будем шить. Если хотите вот такую штуку, вот так шьете, вот. И вот такую штуку, смотрите, я 3 штуки вязала, узор очень даже хорошо. Можете вязать вот такой, можете вообще без узора вязать, как вам этот нравится. Можете здесь собирать просто брошку, можете вообще ничего не делать. У меня такой заказ был, что вот я здесь сшивала, и она у меня одевала просто так, ничего не захотела, понимаете? Поэтому я вам сильно советовать и свое мнение не хочу вам навязывать. Как вы хотите, так и делайте. Я суть показала, пряжу показала, результат показала. Очень красиво и хорошо. Вяжите уже на свой вкус, на свой цвет, на свой размер. Если что-то непонятно, вы сразу пишите, будем разбираться. Ну, я думаю, здесь все понятно, здесь нечего как бы сильно задержаться. А зрительница, которая очень хотела себе и точки, моя дорогая, для детей тоже я так вязала, только меньше размер, потому что если у вас ребенок, конечно, не 3 месяца, можно такое вязать, потому что сейчас дети очень модные и любят одевать то, что одевают мамочки. Поэтому просто это чуть покороче и поуже вяжете, это будет для ребенка. Это я буду подарить девочки, там подростки, модницы тоже, они очень рады будут. Вот такие дела, мои дорогие. Вяжите, как я, вяжите еще лучше. Всем пока, до новых встреч.